Урок 1. Советы по приготовлению. Вам не кажется, что готовить иногда бывает довольно сложно? Совершенно верно. Мне всегда трудно подобрать правильный вкус. Что ж, я могу помочь вам решить, какие ингредиенты использовать для приготовления вкусного блюда. Это было бы замечательно. Не могли бы вы дать мне несколько советов по приправам? Конечно, приправа– ключ к улучшению вкуса блюд. Я слышала, что использование свежих трав может иметь большое значение. Это правда. Да, свежая зелень придает блюдам яркий аромат. Вам обязательно стоит их попробовать. Я обязательно добавлю в свои блюда больше свежей зелени. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Не забудьте попробовать блюдо во время приготовления, чтобы скорректировать приправу. Я это учту. Я ценю твою помощь, Джон. Мне очень приятно, Анна. Приятного приготовления. Урок 2. Обмен валюты. Отлично. Взимается ли здесь комиссия или комиссия за обмен денег? Нет, к счастью, за обмен валютой не взимается комиссия или комиссия. Приятно знать. У меня был опыт, когда гонорары были довольно высокими. Да, в некоторых местах могут взиматься непомерные комиссии за обмен денег. Перед обменом важно ознакомиться со ставками и комиссиями. Абсолютно. Всегда полезно сравнить цены, чтобы получить лучшее предложение. Я согласен. Лучше обменивать деньги в надежном и уважаемом месте. Это правда. Также полезно проверить, справедливый ли у них обменный курс. Я обязательно проведу исследование, прежде чем обменивать валюту в следующий раз. Это разумный подход. Это может сэкономить вам немного денег в долгосрочной перспективе. Урок 3. Как сесть на автобус. Хорошо, давайте сейчас поедем туда и сядем на автобус. Конечно, давайте больше не будем терять время. Мы не хотим его пропустить. Правильно. Когда речь идет об общественном транспорте, важно соблюдать пунктуальность. Абсолютно. Автобусы ходят по фиксированному расписанию, и нам нужно прибыть вовремя. Я проверю расписание автобусов, чтобы узнать, когда прибудет следующий автобус. Неплохая идея. Мы можем соответствующим образом планировать свое время. Кажется, следующий автобус приедет примерно через 10 минут. Отлично. У нас достаточно времени, чтобы добраться туда без спешки. Давайте убедимся, что мы подготовили стоимость проезда на автобусе перед посадкой. Да, всегда лучше быть готовым. Мы не хотим стоять в очереди. Урок 4. Ориентация на определенную аудиторию. Они по-прежнему эффективны, но дороги. Должны ли мы ориентироваться на определенную аудиторию? Это хорошее замечание. Ориентация на определенную аудиторию может дать лучшие результаты. Это позволяет нам сосредоточить наши ресурсы на привлечении нужных людей. Именно так. Мы можем адаптировать наше послание к тому, чтобы оно нашло отклик у этой конкретной группы. Это также помогает нам более эффективно распределять бюджет. Да, мы можем избежать траты ресурсов на незаинтересованных людей.
Ориентируясь на определенную аудиторию, мы можем повысить шансы на успех. Это правда. Все дело в том, чтобы найти подходящих людей, которые, скорее всего, ответят. Мы должны провести исследование рынка, чтобы определить нашу целевую аудиторию. Согласен. Понимание их предпочтений и потребностей будет иметь решающее значение. Урок 5. Воздействие на лифты и кондиционирование воздуха. Повлияет ли это на работу лифтов и кондиционеров? Это возможно. Перебои в подаче электроэнергии могут нарушить работу таких систем. Это может стать проблемой, особенно в высоких зданиях и жарком климате. Да, лифты могут перестать работать, а кондиционер может пострадать. Важно иметь резервные системы или генераторы. Абсолютно. Резервное питание может обеспечить непрерывность основных услуг. В таких ситуациях комфорт и безопасность людей должны быть приоритетом. Я согласен. Адекватная подготовка может свести к минимуму причиненные неудобства. Будем надеяться, что будут приняты необходимые меры для предотвращения серьезных сбоев. В самом деле, для эффективного урегулирования таких ситуаций крайне важно проявлять инициативу. Урок 6. Покупка продуктов. Давайте купим сэндвичи и консервированные супы. Не забудьте закуски, такие как чипсы. Похоже, это хороший план. Мы можем быстро и легко перекусить. Я возьму хлеб и мясное ассорти для сэндвичей. Я обязательно подберу различные консервированные супы на несколько вариантов. Отличная идея. И давайте не забудем проверить сроки годности. Абсолютно. Мы хотим, чтобы все было свежим и безопасным для употребления в пищу. Закуски, такие как чипсы, придадут блюду немного хруста. Я куплю несколько сумок. Звучит неплохо. Давайте также рассмотрим любые диетические предпочтения или ограничения. Правильно. Нам следует искать варианты, отвечающие различным потребностям. Я учту это при выборе закусок. Спасибо, что напомнили. Без проблем. Пойдем в продуктовый магазин и купим все, что нам нужно. Согласен. Мы быстро и вкусно поедим. Урок 7. Ценим искусство. Меня особенно привлекают картины и скульптуры. Как насчет тебя, Анна? Я ценю все виды искусства, но у меня есть слабость к фотографии. Это интересно. Фотография позволяет запечатлеть уникальные перспективы. Да, это мощное средство массовой информации, способное передавать эмоции и рассказывать истории. С другой стороны, картины и скульптуры могут быть визуально увлекательными. Определенно. Использование цветов, текстур и форм может завораживать. Удивительно, как художники могут выразить свое творчество с помощью различных средств. Искусство позволяет нам взглянуть на мир с другой точки зрения и исследовать новые идеи. Это правда. Это способ познакомиться с видением и интерпретацией художника. Будь то картина, скульптура или фотография, искусство может вдохновлять. Урок 8. Тяга к лазанье.
И грибы. Я обожаю лазанью. Ты следуешь рецепту, Анна. Да, у меня есть проверенный рецепт, который мне нравится использовать. Отлично. Домашняя лазанья — это всегда удовольствие. В самом деле. Слои пасты, соуса, сыра и грибов просто восхитительны. Это успокаивающее блюдо, которое объединяет людей. Абсолютно. Это идеальное место для семейных встреч или уютных вечеров дома. Я с нетерпением жду возможности попробовать твою вкусную лазанью, Анна. Я обязательно приготовлю его с любовью и заботой. Уверена, это будет просто фантастика. Лазанья — классический фаворит многих. Спасибо за доброе слово, Джон. Надеюсь, вам понравится. Урок 9. Сотрудничество с местными жителями. Я думала о потенциальных преимуществах этой стратегии. Сотрудничая с местными жителями, мы можем получить ценную информацию и связи. Это правда. Они глубоко разбираются в местном рынке и культуре. Их опыт поможет нам справиться с трудностями и адаптировать наш подход. Сотрудничество с местными жителями также способствует вовлечению и поддержке сообщества. Абсолютно. Это свидетельствует о нашей приверженности совместной работе для достижения взаимного успеха. Важно строить конструктивные отношения и укреплять доверие. Привлекая местных жителей, мы можем оказать положительное влияние и внести свой вклад в развитие сообщества. Я считаю, что такой подход приведет к долгосрочной устойчивости и росту. Урок 10. Навигация по городу. На втором поверните налево. Банк будет справа от вас. Понял. Я вернусь и присмотрю за банком. Это хорошая веха, которая поможет нам двигаться в правильном направлении. Я ценю твои навыки навигации, Джон. Это облегчает наше путешествие. Я рада, что могу помочь. Передвигаться по городу иногда бывает непросто. Да, особенно если вы не знакомы с этим районом. Уделение внимания дорожным знакам и достопримечательностям может упростить задачу. Абсолютно. Все дело в том, чтобы сосредоточиться и следовать указаниям. Мы доберемся до места назначения в кратчайшие сроки. Чуть дальше. Спасибо, что руководишь мной, Джон. Теперь я чувствую себя увереннее. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла вам помочь. Урок 11. Белое здание в парке. Вы заметили это белое здание в парке? Да, у меня есть. Интересно, была ли она построена до или после белой беседки? Думаю, белое здание было построено по образцу беседки. Это интересно. Мне всегда казалось, что беседка появилась совсем недавно. Нет, я помню, как читал, что белое здание было построено для размещения администрации парка. А понятно. Так что это служит практической цели. Именно так. Это прекрасное дополнение к инфраструктуре парка. Я согласен. Белое здание придает интерьеру нотку элегантности.
И это неплохо дополняет дизайн беседки. Определенно. Белый цвет прекрасно связывает их друг с другом. Удивительно, как архитектура может улучшить красоту парка. Абсолютно. Это показывает, как много внимания уделялось дизайну парка. Я рад, что они приняли решение включить белые здания. Урок 12. Точность тестеров магазинов. Знаете, иногда тестеры в магазинах не точны. Да, я тоже это испытал. Это может быть очень неприятно. Важно помнить об этом при опробовании продуктов. Абсолютно. Всегда полезно перепроверить результаты. Думаю, дело в том, что тестерами пользуется очень много людей. Это правда. Со временем они могут износиться или загрязняться. Также возможно, что они неправильно откалиброваны. Да, проблемы с калибровкой определенно могут повлиять на точность. Поэтому лучше использовать тестеров в качестве общего руководства, а не полностью полагаться на них. Я согласен. Всегда полезно провести небольшое исследование и почитать отзывы. Таким образом, мы можем принимать более обоснованные решения перед покупкой. Определенно. Лучше быть хорошо информированным, чем потом разочаровываться. Я несколько раз усваивал этот урок на собственном горьком опыте. Я тоже. Думаю, все это часть опыта шопинга. Урок 13. Поездка в Лондон. Я иду в Лондон. Как насчет тебя? Я также еду в Лондон. Кажется, мы идем по одному и тому же маршруту. Отлично. Мы можем исследовать город вместе. Абсолютно. Во время путешествий всегда веселее проводить время в компании. Вы уже бывали в Лондоне? Да, у меня есть. Мне нравится богатая история и яркая атмосфера города. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Мне не терпится посетить знаменитые достопримечательности. Мы обязательно должны спланировать наш маршрут и максимально использовать время, проведенное там. Я согласен. Я хочу посетить Британский музей и прогуляться по Темзе. И мы не можем пропустить Букингемский дворец и Лондонский Тауэр. Это будет потрясающее путешествие. Не могу дождаться, когда смогу ощутить очарование Лондона. Я тоже. Давайте обязательно попробуем и традиционную английскую кухню. Определенно. Обязательно попробуйте фиш-энд-чипс и послеобеденный чай. Урок 14. Сравнение цен. Отлично, мы можем сравнить цены и выбрать лучшие варианты. Это разумный подход. Всегда полезно помнить о нашем бюджете. Абсолютно. Лондон может быть дорогим городом, но есть способы сэкономить. Я слышал, что в некоторых районах есть более доступные варианты покупок. Да, такие рынки, как Camden Market и Portobello Road, известны своими уникальными находками. А еще мы можем искать скидки и распродажи в универмагах. Еще одним вариантом, который стоит рассмотреть, могут стать покупки в интернете.
Правда, мы можем сравнить цены и найти выгодные предложения на сайтах. Важно следить за скрытыми расходами, такими как стоимость доставки. Да, их можно суммировать. Мы всегда должны читать мелкий шрифт. Согласен. Проявляя усердие, мы можем заработать больше денег. А это означает больше возможностей насладиться городскими достопримечательностями и впечатлениями. Урок 15. Простые в выращивании травы. Можете ли вы посоветовать для моего сада какие-нибудь простые в выращивании травы? Определенно. Базилик – отличный выбор. Он хорошо растет в солнечных местах. Звучит отлично. Мне нравится аромат и вкус свежего базилика. Вам также следует подумать о выращивании мяты. Она невероятно вынослива и универсальна. Мята станет отличным дополнением. Я могу использовать ее для чая и коктейлей. Еще одна трава, которую стоит рассмотреть – розмарин. Он довольно эластичный и придает аромат многим блюдам. Мне нравится готовить с розмарином. Он придает жареному мясу чудесный аромат. Если вам нравится немного специй, попробуйте вырастить перец чили. Отличная идея. Я могу немного нагреть свои блюда. Наконец, петрушка – популярная трава, которую легко выращивать и которая придает блюдам свежесть. Я обязательно добавлю петрушку в свой сад с травами. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Счастливого садоводства! Урок 16. Тестирование перед покупкой. У меня есть идея. Мы могли бы протестировать его перед покупкой. Неплохая идея. Тестирование может помочь нам принять лучшее решение. Мы можем опробовать демо-версию или позаимствовать ее у кого-нибудь. Да, так мы сможем увидеть, отвечает ли он нашим потребностям. Тестирование даст нам практический опыт. И мы можем оценить его качество и функциональность. Мы также должны проверить отзывы и оценки клиентов. Это важно, чтобы получить представление об опыте других. Тестирование поможет нам избежать угрызений совести покупателя. Это разумный подход, позволяющий избежать сожалений в дальнейшем. Давайте соберем больше информации и сравним варианты. Безусловно, необходимы тщательные исследования. Мы должны составить контрольный список функций для тестирования. Таким образом, мы не упустим ни одного важного аспекта. Тестирование даст нам уверенность в нашем решении. И мы можем сделать обоснованную покупку. Урок 17. Начнем с производства. Хорошо, давайте начнем с продуктов. Это хорошее место для начала уборки. Мы должны тщательно мыть фрукты и овощи. Да, надлежащая очистка обеспечивает их безопасность. Мы можем использовать мягкое средство для мытья фруктов и овощей. Это поможет удалить грязь и остатки. Обратим внимание и на листовую зелень. В них могут обитать бактерии, поэтому полоскание важно. Мы также должны проверить наличие испорченных вещей. Их удаление предотвратит загрязнение.
Начиная с производства, мы закладываем правильную основу. Это очень важно для поддержания чистоты на кухне. Урок 18. Проверка прогноза погоды. Конечно, и не забудьте проверить прогноз погоды перед упаковкой. Это хорошее напоминание. Погодные условия могут повлиять на наши планы. Мы должны знать, будет ли дождь или будет солнечно. Это поможет нам упаковать подходящую одежду и снаряжение. Мы можем проверить прогноз в надежном погодном приложении. Таким образом, мы можем получить точную и актуальную информацию. Важно быть готовым к различным сценариям. Да, мы должны упаковать вещи соответствующим образом на случай любых погодных изменений. Проверка прогноза поможет нам принимать обоснованные решения. И это гарантирует, что мы готовы ко всему, что встретится на нашем пути. Урок 19. Ограничения для пассажиров. Существуют ли ограничения на количество пассажиров, которые может вместить шаттл? Хороший вопрос. Нам следует обратиться в службу трансфера. Важно знать, есть ли максимальная вместимость. Таким образом, мы сможем планировать соответствующим образом и избежать каких-либо проблем. Мы также должны учитывать комфорт и безопасность всех пассажиров. Да, перенаселенность может привести к дискомфорту и потенциальным опасностям. Мы можем узнать о любых ограничениях или рекомендациях. Это поможет нам организовать все для удобства всех. Ограничения по количеству пассажиров обеспечивают плавную и приятную поездку. Это необходимо для получения положительного опыта перевозки. Урок 20. Выбор между Италией и Францией. Я разрываюсь между Италией и Францией. Меня интересует и то, и другое. Это сложное решение. Они оба замечательные места. Италия предлагает богатую историю и вкусную кухню. Да, вы можете исследовать древние руины и побаловать себя пастой и мороженым. С другой стороны, Франция славится прекрасной архитектурой и знаменитой кухней. Это правда. Вы можете посетить знаковые достопримечательности и отведать французскую выпечку. Я должен рассмотреть конкретные достопримечательности и развлечения в каждой стране. Важно подумать о том, что вас больше всего интересует. Я также могу изучить путеводители и рекомендации. Это даст вам ценную информацию, которая поможет вам принять решение. Выбор между Италией и Францией требует тщательного рассмотрения. Не торопитесь и взвесьте все за и против каждого пункта назначения. Урок 21. Баланс между работой и личной жизнью. Безусловно, важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, верно? Не могу не согласиться. Это очень важно для нашего благополучия. Баланс между работой и личной жизнью может снизить стресс. Это правда. Это позволяет нам расслабиться и зарядиться энергией. Это также помогает нам поддерживать хорошие отношения с семьей и друзьями. Да, очень важно проводить время с близкими. Достижение баланса между работой и личной жизнью требует установления границ. Установление границ помогает нам расставлять приоритеты в времени и энергии. Нам следует научиться говорить «нет», когда это необходимо.
Сказав «нет», мы можем сосредоточиться на том, что действительно важно. Также важно запланировать время для ухода за собой. Забота о себе позволяет нам оставаться здоровыми и счастливыми. И помните, что баланс между работой и личной жизнью у всех выглядит по-разному. Верно. Речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для нас. Итак, давайте стремиться к здоровому балансу между работой и личной жизнью. Согласен. Это важно для нашего общего благополучия. Абсолютно. Давайте сделаем это приоритетом в нашей жизни. Урок 22. Обратитесь за советом. В любое время, когда вам нужен совет, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо, Джон. Я ценю твою готовность помочь. Я верю в поддержку друг друга в наших начинаниях. Отличный настрой. Поддержка очень ценна. Мы все сталкиваемся с проблемами, и обращение за советом может помочь. Да, советы других могут предложить новые перспективы. Важно помнить, что обращение за помощью – это не слабость. Правильно. Обращение за помощью показывает силу и желание расти. Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, когда вам нужны рекомендации. Я это учту. Твоя поддержка обнадеживает. Я рада, что могу быть рядом с вами. Мы занимаемся этим вместе. Спасибо, Джон. Я обязательно запомню твое предложение. Добро пожаловать, Анна. Я здесь, чтобы помочь вам в любое время. Урок 23. Хобби и интересы. Помимо рисования, мне нравится садоводство. Как насчет тебя, Анна? Я не так хорошо разбираюсь в этом, но мне тоже нравится заниматься садоводством. Садоводство – отличный способ приобщиться к природе. Это правда. Наблюдать за ростом растений приятно и приятно. Кроме того, вы можете выращивать фрукты и овощи самостоятельно. Да, есть то, что вы вырастили сами, приятно. Садоводство также может быть формой физических упражнений. Определенно. Это помогает вам оставаться активными и улучшает физическую форму. Приятно находить радость в увлечениях, не связанных с работой. Абсолютно. Хобби обеспечивают баланс и приносят счастье. Итак, давайте продолжим заниматься нашими хобби и интересами. Согласен. Они обогащают нашу жизнь и делают нас счастливыми. Именно так. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться нашими увлечениями. Урок 24. Покупка продуктов. Эй, вы закончили делать покупки за неделю? Нет, у меня еще кое-что осталось в списке. Заблаговременное планирование может повысить эффективность покупок продуктов. Да, составление списка помогает мне оставаться организованным. Это также предотвращает импульсивные покупки и экономит деньги. Это правда. Я придерживаюсь своего списка, чтобы избежать ненужных покупок. Задумывались ли вы о покупках продуктов в интернете? Да, это удобно, особенно в напряженные дни. Покупки в интернете могут сэкономить время и предоставить варианты доставки. Я попробую. Звучит как неплохая идея.
Не забудьте проверить скидки и сравнить цены. Я так и сделаю. Сбережение денег — это всегда бонус. Отлично. Удачи вам в остальных покупках. Урок 25. Сделай сам и интернет-ресурсы. А вы читаете книги «Сделай сам». Нет, но я считаю интернет отличным ресурсом. Это правда. Это обширный источник информации и руководств. Я многому научился в блогах и на веб-сайтах «Сделай сам». Проекты «Сделай сам» могут быть интересными и полезными. Определенно. Это позволяет нам проявлять творческий подход и осваивать новые навыки. В интернете представлены пошаговые инструкции для различных проектов. Да, это все равно, что иметь виртуального учителя под рукой. Просто будьте осторожны и перепроверяйте надежные источники. Я всегда проверяю найденную информацию. Это разумно. Важно полагаться на достоверные источники. Согласен. Интернет может стать ценным инструментом обучения. Итак, давайте продолжим исследовать интернет в поисках вдохновения своими руками. Абсолютно. Мы можем многое открыть и создать. Давайте максимально используем доступные нам ресурсы. Урок 26. Изучение ремонта своими руками. Ты когда-нибудь пыталась сделать ремонт самостоятельно, Анна? Нет, на самом деле я еще не ремонтировал, но мне интересно учиться. Отлично. Ремонт своими руками поможет вам сэкономить деньги и дать вам чувство выполненного долга. Я согласен. Это дает возможность исправить ситуацию самостоятельно. Вы можете начать с простых задач, таких как ремонт протекающего крана или замена лампочки. Похоже, это хорошие проекты для начинающих. Я попробую их. Существует множество онлайн-уроков и видеороликов, которые помогут вам в этом процессе. Это полезно. Прежде чем начать, я обязательно проведу небольшое исследование. Не забывайте уделять первоочередное внимание безопасности и использовать подходящие инструменты для каждой работы. Безопасность очень важна. Я приму все необходимые меры предосторожности. В этом и заключается дух. Практикуясь, вы станете увереннее в своих навыках «сделай сам». Мне не терпится учиться и становиться более уверенным в себе. Уверена, вы отлично справитесь. Удачи в ремонте своими руками. Урок 27. Работа и отдых. Мне нужно закончить работу, но после этого я тоже отдохну. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Абсолютно. Релаксация омолаживает разум и тело. Это помогает нам зарядиться энергией и вести здоровый образ жизни. Перерывы во время работы действительно могут повысить производительность. Это правда. Это позволяет нам переориентироваться и избежать выгорания. Занятия, которые нам нравятся, помогают нам расслабиться и снять стресс. Будь то чтение книги или прогулка, отдых необходим. Важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и уделять время отдыху. Не могу не согласиться. Нам нужно позаботиться о себе.
Итак, давайте закончим нашу работу, а затем найдем время расслабиться и расслабиться. Абсолютно. Важно уделять первоочередное внимание нашему благополучию. Урок 28. Вырубка лесов и дикая природа. Что ж, меня очень беспокоит обезлесение и его влияние на дикую природу. Я разделяю ваше беспокойство. Обезлесение влечет за собой серьезные последствия. Она разрушает естественную среду обитания и угрожает выживанию многих видов. Это разрушает экосистемы и приводит к потере биоразнообразия. Обезлесение также способствует изменению климата и влияет на местные сообщества. Да, это имеет далеко идущие социальные, экономические и экологические последствия. Нам необходимо повысить осведомленность о важности сохранения лесов. Абсолютно. Природоохранные усилия и устойчивые методы имеют решающее значение. Одним из способов оказания помощи является поддержка организаций, занимающихся восстановлением лесов. В повседневной жизни мы также можем принимать решения, способствующие устойчивому развитию. Вместе мы можем изменить мир к лучшему и защитить леса и дикую природу нашей планеты. Урок 29. Изменение цветовой гаммы и использование натуральных элементов. Вы думали об изменении цветовой гаммы вашего пространства, Анна? Да, я хочу включить в дизайн больше натуральных элементов. Звучит замечательно. Натуральные цвета могут создать успокаивающую и уютную атмосферу. Я подумываю использовать землистые тона, такие как зеленый и коричневый. Тоны Земли могут создать ощущение гармонии и связи с природой. Я также хочу представить натуральные текстуры, такие как дерево и камень. Это добавит тепла и аутентичности общей эстетики. Я также планирую включить комнатные растения. Комнатные растения не только улучшают внешний вид, но и улучшают качество воздуха. Я в восторге от этой трансформации. Это создаст мирную обстановку. Похоже, отличный план. Мне не терпится увидеть окончательный результат, Анна. Урок 30. Уютный коттедж рядом с озером. Сначала ты. Какие из них привлекли ваше внимание? Один из вариантов — уютный коттедж рядом с озером. Звучит прекрасно. Я всегда хотела уединиться у воды. Это спокойное место, где можно расслабиться и насладиться природой. Я также наткнулся на современную квартиру в центре города. Жизнь в центре города обеспечивает удобство и легкий доступ к удобствам. Это правда. Было бы здорово быть рядом с магазинами и ресторанами. Другой вариант — просторный фермерский дом в сельской местности. Мне нравится идея быть в окружении природы и иметь больше места. В каждом варианте есть своя прелесть. Это зависит от ваших предпочтений и образа жизни. Это сложное решение, но я подумаю, что мне больше подходит. Не торопитесь и представьте себя в каждой обстановке. Вы найдете идеальное место. Спасибо, Джон. Я ценю ваш вклад. Я сделаю правильный выбор. Урок 31. Музейные экспонаты. Обожаю музеи. Какие здесь экспонаты?
В музее представлено большое количество разнообразных экспонатов. Звучит интересно. Можете ли вы привести мне несколько примеров? Конечно, у них есть экспонаты, посвященные древним цивилизациям, современному искусству, естественной истории и многому другому. А это здорово. Меня особенно интересуют древние цивилизации. Что они выставляют на всеобщее обозрение? В них есть артефакты из Древнего Египта, Греции и Рима. Здесь можно увидеть статуи, керамику и даже мумии. Ух ты, это увлекательно. Я обязательно посмотрю экспонаты древней цивилизации. Уверена, вам понравится. У них также есть интерактивные выставки, где вы можете одновременно учиться и веселиться. Так даже лучше. Мне нравятся интерактивные выставки. Это делает процесс обучения более увлекательным. Абсолютно. Музей призван обеспечить образовательный и развлекательный опыт для посетителей всех возрастов. Это замечательно. Мне не терпится посетить музей и осмотреть все экспонаты. Уверена, вы отлично проведете время. В музее каждый найдет что-то для себя. Спасибо, что поделились информацией. Я благодарна за это. Добро пожаловать! Надеюсь, вы отлично проведете время в музее. Я так и сделаю. Еще раз спасибо. Урок 32. Здоровые перекусы. Что касается перекусов между приемами пищи, перекусы могут быть полезными, если мы Выбирайте питательные варианты. правильно. Вместо чипсов или печенья мы можем выбрать фрукты или орехи. Неплохая идея. Фрукты и орехи содержат витамины, минералы и клетчатку. Кроме того, они являются более здоровой альтернативой обработанным закускам с высоким содержанием сахара и вредных жиров. Абсолютно. Чтобы поддерживать сбалансированную диету, важно правильно выбирать закуски. А перекусы помогают поддерживать уровень энергии в течение дня. Да, но контроль порций также важен. Закуски следует употреблять в умеренных количествах. Это правда. Мы не должны перекусывать, даже если закуски полезны для здоровья. Правильно. Речь идет о том, чтобы найти баланс и прислушаться к сигналам голода, поступающим в наш организм. И всегда полезно планировать заранее и иметь в наличии полезные закуски. Определенно. Имея под рукой фрукты, овощи или йогурт, легче противостоять нездоровым искушениям. Перекусы могут стать частью здорового образа жизни, если мы сделаем осознанный выбор. Именно так. Все дело в небольших изменениях, которые могут оказать большое влияние на наше общее самочувствие. Урок 33. Разнообразие напитков. Хорошо, я это возьму. А что касается напитков, то у нас есть широкий выбор, верно? Да, мы предлагаем широкий выбор напитков. Отлично. Можете ли вы привести мне несколько примеров? У нас есть горячие напитки, такие как кофе, чай и горячий шоколад. У нас также есть холодные напитки, такие как газировка, сок и вода. Отлично. Я в настроении чего-нибудь освежающего. Какие у вас есть соки?
У нас есть апельсиновый сок, яблочный сок, виноградный сок и смесь тропических фруктов. Звучит очень вкусно. Я выберу смесь тропических фруктов. Хороший выбор. Это популярный вариант среди наших клиентов. С нетерпением жду возможности попробовать. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по горячим напиткам? Наш кофе свежесваренный, и у нас есть выбор чая с разными вкусами. Я пойду с чашкой черного чая, пожалуйста. Конечно. Я приготовлю это для тебя. Спасибо. Разнообразие предлагаемых вами напитков впечатляет. Мы стремимся удовлетворить различные предпочтения и предоставить нашим клиентам удовлетворительный опыт. Что ж, вы, безусловно, преуспели. Я ценю доступные варианты. Нам очень приятно. Приятного вам напитка. Урок 34. Платье с кружевными деталями. Думали ли вы примерить платье с кружевными деталями? Я об этом не думала. Что особенного в платьях с кружевом? Платья с кружевными деталями могут добавить вашему образу нотку элегантности и женственности. Звучит прекрасно. Кружево обладает нежной и замысловатой красотой. Абсолютно. Это может создать романтическую атмосферу в винтажном стиле. Я заинтригована. Где найти платье с кружевными деталями? Многие магазины одежды предлагают разнообразные платья с кружевом. Вы также можете попробовать поискать в интернете. Я это учту. Существуют ли разные виды кружев? Да, существуют различные типы кружева, каждый из которых имеет свои уникальные узоры и текстуры. Это интересно. Мне придется изучить разные варианты. Кружевные платья тоже могут быть универсальными. Их можно носить как на официальные, так и на повседневные мероприятия. Это плюс. Всегда приятно иметь платье, которое можно стилизовать по-разному. Абсолютно. Кружевные платья можно сочетать с каблуками для более формального образа или с балетками для непринужденной прогулки. Я ценю универсальность. Это дает мне больше возможностей для игры. Уверена, вы найдете кружевное платье, соответствующее вашему стилю и заставляющее вас чувствовать себя уверенно и красиво. Спасибо за предложение. Я с нетерпением жду начала поиска кружевного платья. Добро пожаловать! Наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие от поиска идеального платья с кружевными деталями. Я так и сделаю. Спасибо за поддержку и советы. Урок 35. Слишком долгое ожидание. Иногда ждать бывает неудобно. Да, бывает неприятно, когда дела идут слишком долго. Сколько времени вы обычно готовитесь по утрам? Это зависит от дня, но я стараюсь действовать эффективно и быстро готовиться. Это хорошо. Важно не тратить слишком много времени на ожидание. Определенно. Время ценно, и мы должны использовать его по максимуму. Ожидание общественного транспорта тоже может быть проблемой. Да, особенно если оно задерживается или переполнено.
Всегда полезно планировать заранее и уходить пораньше, чтобы избежать ненужного ожидания. Это правда. Проактивный подход может сэкономить много времени и нервов. Еще один совет – используйте технологии в своих интересах. Вы можете проверить наличие задержек или найти альтернативные маршруты. Отличная идея. Это поможет вам скорректировать планы и избежать ненужного ожидания. Именно так. Проявляя готовность и проявляя инициативу, мы можем свести к минимуму неудобства, связанные с ожиданием. Согласен. Все дело в том, чтобы наилучшим образом использовать наше время. Абсолютно. Время драгоценно, и мы должны стараться использовать его с умом. Я учту это и постараюсь внимательнее ждать. Это хороший настрой. Это, безусловно, сделает вашу повседневную жизнь более эффективной. Спасибо за совет. Я благодарна за это. Добро пожаловать. Я рада, что смогла помочь. Урок 36. Рецензирование работы. Я выполнил задание. Получилось отлично. Приятно это слышать. Я поработаю над этим и отправлю на ваш отзыв. Идеальный. Не торопитесь и дайте мне знать, если вам нужны разъяснения. Подойдет. Я позабочусь о том, чтобы все было понятно, прежде чем все доработать. Спасибо. Я ценю ваше внимание к деталям. Мне очень приятно. Я всегда стремлюсь к качественной работе. Я уверена в твоих способностях. Я знаю, что вы отлично справитесь. Спасибо за доверие. Я позабочусь о том, чтобы оправдать ваши ожидания. В этом я нисколько не сомневаюсь. С нетерпением жду конечного результата. Точно так же. Я буду держать вас в курсе прогресса. Спасибо, Анна. Я рада, что ты в моей команде. Урок 37. Развитие навыков. Это разумный шаг. Какие навыки вы хотите развить? Я заинтересован в улучшении своих коммуникативных и лидерских навыков. Это необходимые навыки для карьерного роста. Есть конкретные планы. Я планирую пройти курс публичных выступлений и принять участие в программе обучения лидерству. Отличный выбор. Практика и опыт помогут вам преуспеть. Я тоже так считаю. Важно инвестировать в самосовершенствование. Абсолютно. Непрерывное обучение – ключ к успеху. Я в восторге от возможностей для личного и профессионального роста. Вы на верном пути. Продолжайте в том же духе. Спасибо за поддержку, Джон. Добро пожаловать, Анна. Я здесь, чтобы помочь вам добиться успеха. Урок 38. Последние выходные. Да, в последнее время. Я ездил в прошлые выходные. Тебе нужны рекомендации. Было бы здорово. Я ищу хорошее место для отдыха. Задумывались ли вы о посещении близлежащего пляжа? Здесь довольно спокойно. Звучит прекрасно. По выходным здесь многолюдно.
Здесь может быть много людей, но если вы идете рано утром, обычно здесь меньше людей. Приятно знать. Тогда я планирую пойти пораньше. Приятного отдыха на выходных. Уверена, вы отлично проведете время. Спасибо за предложение, Джон. Я благодарна за это. Добро пожаловать, Анна. Хороших выходных. Урок 39. Особый случай. Конечно, звучит забавно. По какому поводу? На следующей неделе у меня день рождения, и я хочу отпраздновать его с друзьями. Это замечательно. Вы определились с местом проведения. Да, я нашла хороший ресторан с собственной обеденной зоной. Это идеальный вариант для празднования дня рождения. Планируете какие-нибудь мероприятия? Я подумываю о живой музыке и небольшом танцполе. Звучит как отличный план для приятного вечера. Меня это очень радует. Дни рождения всегда особенные. Действительно, это время праздновать и создавать незабываемые воспоминания. Не могу не согласиться. Я с нетерпением жду фантастической вечеринки по случаю дня рождения. Урок 40. Находки покупок. Сделки. Я тоже нашла красивое платье. Это мой размер. Отлично. Выбор подходящего размера всегда в выигрыше. Абсолютно. Иногда нелегко найти идеальную фигуру. У меня был похожий опыт. Это может быть очень неприятно. Но когда вы найдете что-то подходящее, оно того стоит. Определенно. Это повышает вашу уверенность в себе и заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это так и есть. Одежда может существенно повлиять на нашу самооценку. Не могу не согласиться. Важно носить то, что позволяет нам чувствовать себя комфортно и уверенно. Абсолютно. Мода — это способ выразить себя и продемонстрировать свой индивидуальный стиль. Я рада, что мы оба нашли что-то, что нам понравилось. Это приятное чувство. Действительно, это маленькая радость в жизни, которая вызывает улыбку на наших лицах. Все дело в мелочах. Приятных покупок. Спасибо, Анна. Приятного вам ношения нового платья.